Всем привет! Перед тем, как перейдем к ролику о моем новом бизнесе, я хочу рассказать буквально пару слов о предыдущих двух роликах. Если вы смотрели, то вы знаете, что мы были на выставке мотоциклов. Но давайте немножко по порядочку. Значит, так. Каждый раз, когда мы куда-то ездили, допустим, в магазины или куда-то, он всегда говорил: Катя, смотри, вот такой я мог бы быть, смотри, я мог бы на его месте быть, а смотри, вот такой классный, смотри, какой дядька там. И вот такие вот всякие мне закидоны кидал. То есть человек мечтал и мечтает до сих пор, и это классно, когда есть что-то, к чему стремиться. Или смотри, какой мотоцикл, я такой хочу, или такой шлем. Он всегда мерил уже шлемы на себя. Ну, я так как бы посмотрела, похихикала, как говорится. Мечты, но не всегда они как бы, да, сбываются в ближайшее время. Значит, пошли мы на это мероприятие, мы пошли на выставку мотоциклов. Выставка была организована с целью продать мотоциклы, то есть там стояли на продажу и новые мотоциклы, и старые мотоциклы, и велосипеды, все, что касается квадроциклы, все, что касается двухколесности, вот такой вот категории А. Даже была автошкола, рекламировала себя, и там можно было бы записаться. Вот. У нас цель была пойти на эту выставку, именно померить себя, да, прикинуть себя на мотоцикле, почувствовать это, что это такое, потому что Леня как бы хочет очень сильно, но, в принципе, особо так и не сидел на мотоцикле никогда. Подходит ли ему мотоцикл, да, по росту, там же вот тоже по-разному сиденья устроены и все. Вот. И, значит, что мы имеем в итоге? После этой выставки у Лени загорелись глазищи. Глазищи огромные загорелись. И буквально со следующего дня он начал обсыпать меня сообщениями. Обсыпать сообщениями, потому что я была на работе, он был на работе, и в перерывах там мне присылал что-то. Либо он уже закончил работу, а я еще на работе, и вот он мне присылает эти картинки. Значит, мотоциклы и новые, и бэушные, которые стоят вот на продажу, иди и говорят: возьми меня, купи. Ну, конечно, мотоцикл стоит около 20 тысяч. Если вы смотрели видео, там все цены тоже есть. 20 тысяч, и тоже как бы, ну, как бы не секрет, что как бы и в долг не хочется влезать, да, вот в кредит. И, то есть такая покупка довольно-таки, это не хлеб купить в магазине, да, а все-таки целый мотоцикл за 20 тысяч евро. Вот. И поэтому после этого я ему говорю: Леня, посмотрела так на все сообщения. Ну да, клевые, красивые мотоциклы там. Ну, говорю: Леня, зачем тебе мотоцикл, если у тебя нет прав? Категории А. Нету прав. И что бы вы думали? На следующий день, ровно сутки ему потребовалось, на следующий день я прихожу с работы, и он мне говорит: Катя, я записался на экзамен по категории А, на права. И этот экзамен у него сегодня. Понимаете, да? Для этого я сейчас говорю эти слова, хочу его поддержать, а также вам всем сказать: идите маленькими шажочками по направлению к своей мечте. Никогда не забывайте мечтать, осуществляйте эти мечты. И когда вы находитесь в отношениях, никогда не гасите другого человека, пусть он тоже мечтает, пусть идет, осуществляет. Потому что мы в отношениях именно для того, чтобы поддерживать друг друга, а не гасить и говорить: нет, тебе это нельзя. Так что мечтайте. А у меня мечта другая — стать бизнесменом, поэтому смотрим следующий ролик.
Делала и решила с вами поделиться, чем я сейчас занимаюсь. Я вчера съездила в один из кирпушников, это second-hand по-фински, кирпутори, и взяла на 2 недели столик, забронировала, чтобы продать вещи детские. Очень много вещей у меня накопилось, и это еще не все. Вот как раз таки этим и занимаюсь сейчас. Мне выдали вот такие ценники. Мне надо написать здесь название, что я продаю, и цену. Вот мой номер стола. И завтра я все это отнесу на продажу. Вот это мне все нужно еще приклеить. Все ценники сюда. Здесь уже приклеено. И еще у меня очень много пакетов. Здесь еще вот этот пакет. И это еще не все. Это только здесь Санина одежда. Еще у мальчишек очень много всего маленького. Мину я особо не трогаю, потому что Сане перейдет одежда. А Санина некому, и мальчишек тоже некому. Поэтому вот так вот этим занимаюсь сегодня. Такой вот у меня маленький бизнес. Ну, потом посмотрим через неделю, продается ли что-нибудь или нет. Если нет, то цены, конечно, уменьшу немножко. Сейчас я пока так наугад ставлю ценники. Ну, конечно, это все использованная одежда, поэтому ценники маленькие. Ну, посмотрим. Надо будет еще посмотреть, как у других, какие там цены, чтобы немножко сориентироваться, потому что я вообще не понимаю сейчас, правильно ли я или неправильно ставлю. Ну, посмотрим. Все впереди. Вот столько у меня получилось. Это я все сейчас отвезу. 3 пакета. Вот эти шарики тоже. Там игрушки некоторые есть. Для малышей совсем. Тоже все отвожу. Стася, закрой дверь. Катя превращается в барахолку. Стася, иди сюда. Открой мне багажник. Аккуратно, не ходите внутрь. Ну, вверх поднимай. Ну что, сил нету. Кашу ела сегодня утром. Ну, вверх, выше. Тяжела жизнь барахолки торговца. Торговца, Катя. А сейчас мы... Ой, я пристегнулась уже. Сейчас мы поедем в Кирпушник. Ой. Сейчас мы поедем в Кирпушник устанавливать скидку. У меня осталось 2 недели. И вот я написала. У вас, конечно, все наоборот. Но здесь написано 50% скидка. Ну, все понимают.
50% скидку на оставшиеся 2 недели, чтобы мой товар, все, что у меня выставлено, все продалось. Очень хочется не тащить домой, потому что как бы через 2 недели придется все забирать. Вот, так что поедем, установим, заодно поскладываем там вещи, потому что когда люди смотрят, они так копаются там. Иногда, но я думаю, это дети в основном, иногда даже с упаковок что-то снимают. Но сейчас вам тоже расскажу, после того, как установим скидку, покажу вам само место, как сейчас выглядит. Потом покажу вам, как это все устроено. Забыла вам сказать, что исходя из всего вышеизложенного, наверняка выйдет скоро видео с названием «Обзор мотоцикла». Вот как у меня получилось. Ничего не влезло, правда. Ну, как-то так. Поднакопилось вещей детских и вообще всякой гадости дома по мелочам. И я решила все-таки забронировать домик. Ой, я все-таки решила забронировать столик в Кирпутории или в секонд-хенде, где люди могли бы посмотреть товар и купить, если им нужно. Пошла в этот кирпушник, потому что он мне нравился всегда. Там можно купить все, что угодно, и выставлять можно все, что угодно. То есть нету разделения на какую-то определенную тему, допустим, только детское белье, или там только ботинки, или только спорт какой-то, спортивные какие-то вещи. Сегодня вот пока оставила эту скидку 50% на оставшиеся 2 недели. Осталось мне 2 недели там до конца февраля. Пока я ставила эту скидку, подошла ко мне женщина и спросила, выгодно ли там продавать свои вещи, вообще вот это вот всем заниматься. Ну, что я могу сказать? Не особо выгодно, потому что сегодня есть продажи, завтра нету продаж и очень большая конкуренция. Вы сами видите, какой магазин огромный, и, ну, хоть он и секонд-хенд, да, но каждый человек на своем столике продает по максимуму. То есть такие же все товары, в принципе, посезонно. Все одно и то же используется и продается примерно в одно и то же время. Поэтому тут уже конкуренция такая огромная. И даже если ставить цены меньше, то не факт, что твой столик, именно твои товары, твои вещи увидят покупатели. Поэтому не особо выгодно. То есть сегодня, допустим, были продажи на 3 евро, а завтра на 60. Через день по нулям. Ну, как бы вот так вот все там происходит. Поэтому я решила, все, что продалось, оно продалось. А то, что сейчас последние тут доживают, грубо говоря, свое время, вещи, я их просто потом запакую и в кирпушник бесплатно отдам. Затем очень удобная вещь. Я когда первый раз пришла, мне дали пароли, и под этими паролями я могла зайти на свою страницу. Сейчас покажу ее. На этой странице я могла и могу писать, то есть каждую вещь называть и ставить свою цену. Забиваю туда, значит, и затем распечатываю все эти ценники, потом приклеиваю непосредственно на все вещи. И затем на кассе, когда они проводят, естественно, по штрих-коду, то они отображаются у меня на странице. И я все прекрасно вижу. Вот то, что зеленое, это все продано. То, что серое, еще пока висит там. Ну, у меня вот 3 списка. 3 раза я делала ценники. Там первый раз 30 штук, по-моему, если... А нет, первый раз вот 100 с чем-то, 120. Потом 30 и снова 30. То есть всего у меня вещей было, получается,
60, 70, 80, 180 вещей. Всего у меня было 180 вещей, из которых большая половина, я считаю, продана. Я, конечно, не считаю. Выгода. 33 евро за один стол, за одну неделю, вернее, аренда стола. 33 евро. Ну вот за весь период я заплачу сейчас 220 примерно евро. Выгода вот здесь отображается, это 300 вот с копейками. То есть как бы выгода у меня есть. И это хорошо как бы. Итак, пока я вешала эту 50% скидку, подошла ко мне женщина и спросила, выгодно ли брать в аренду вот такой столик и продавать свои товары. Ну, на самом деле тоже мое мнение только единственное, может у кого-то это сильно выгодно, но я считаю, что это не особо прибыльно, и это как бы это, но это не бизнес на самом деле, это просто я решила избавиться от вещей дома. Может для кого-то это именно и бизнес и есть, может кто-то на этом и зарабатывает. Но я нет, мне просто надоели вещи, а жалко выкидывать, потому что еще более-менее в хорошем состоянии, кому-то пригодятся. Выкидывать тем более нет, а в кирпушник отдавать бесплатно тоже как-то, когда-то я за них заплатила денежку и не хотелось. Поэтому хотела выжать прямо из этого всего максимум. Ну а сейчас, которые вещи там остались, я думаю, что я их просто соберу в пакеты и отдам уже в кирпушник. Ну, может быть не в этот, может быть уже в другой. Потому что в этом... Здесь только идут арендные столы. Здесь нету такого, что приходите, забирайте. В других кирпушниках все происходит. Вот такой вот мой опыт. Я теперь знаю, как это все происходит. И в следующий раз, когда, может быть, у меня уже накопится опять много вещей, тем более у нас семья большая, всегда всякое копится, всегда что-то маленькое кому-то, кому-то что-то не подходит, поэтому я это все не выкидываю, складываю куда-то, но места хранения нету, поэтому когда что-то такое сильно накопится, и я посчитаю нужным, тоже, наверное, забронирую столик именно в этом месте опять и буду продавать. А всем большое спасибо за просмотр, всем пока-пока!